Even if I'm leaving you at the door, even when I know that you're never lonely. Sweeter in the morning when I look at your face, I love you. Oh, my little daughter, you're the meaning of grace, I love you. And I'm like, oh, take a little piece of my heart. Talking in your sleep, I wonder what you're dreaming up, dear. And if the world don't keep you warm, there's a blanket of stars above here. And I'm like, oh, take another little piece of my heart. Всем доброе утро, или добрый вечер, или добрый обед. Не знаю, кто когда будет смотреть, но лично у меня это утро. Вот, сегодня воскресенье, у всех выходной, а у меня рабочий день. По будням я, значит, сижу за ноутбуком, работаю. Отдыхаю, точнее. Отдыхаю за ноутбуком. А по воскресеньям меня ждет тачечка с вилами, с граблями, с газонокосилкой и лопатой. Объясняю, что я делаю. Значит, я здесь, вот у нас ворота находятся. В следующие выходные, точнее не выходные, а в пятницу, мне привезут дрова. Придется открыть ворота, чтобы машина вывалила эти дрова не на высокую огромную траву, которая ростом, с меня ростом, а вот на покошенную. Это раз. Это вот то, что я еще успела покосить. А вот эта травища, я не знаю, понятно ли это на видео или непонятно. Ну, в общем, вот эта трава, она ростом с меня здесь. Вот. Мне ее предстоит тоже скосить, как вот этот участок. Выкосить аж вон до туда, до того двора. Там вход во двор. И туда я буду таскать дрова, которые мне привезут в пятницу вечером. Вот. Следующая суббота, воскресенье тоже у меня рабочий получается. Я не успеваю просто по выходным отдыхать, скажем так. Сейчас пойду покажу еще, что я сделала за то время, пока... За время последнего видео, да, по-моему. Вот здесь висит мое белье. Я просто счастлива, что у меня есть стиральная машина. Я вообще не понимаю, как люди живут без стиральной машинки, потому что это настолько экономит силы, энергию и время. Вот, и я просто счастлива, что мне не приходится там постельное белье, крупные вещи какие-то стирать вручную. Вот, и дальше идем. Сейчас еще покажу, что я успела выкосить. Здесь еще такой тенечек достаточно. Вот, за домом тоже была трава высотой с меня ростом. Огромные были, бурьян огромный. Вот его надо тут еще грабельками выгрести. Вот здесь сухая, вон, видите, трава. Я еще не успела ее выгрести. Она здесь лежит, мокнет. Чуть попозже это сделаю. Вот, и вот, смотрите, я покосила немного сад и попилила ветки кое-какие, которые цеплялись за голову, когда вот идешь к ягодному кустарнику. Вот крыжовник, например, там смородина. Я немножко попилила ветки, уже растопила ими мангал. Вот, покушала сосисок, шашлыков на этих веточках. Вот, в общем, вот, смотрите, вот эти дорожки, которые вроде бы как в траве, они были просто в высоком бурьяне. Вот видите, вот здесь я еще не успела выкосить, это высокая крапива. Вот, вот здесь я выкосила все. Вот этот кустарник тоже. Вон туда, там крыжовник крупный лежит. Точнее, висит. Висит крупный крыжовник, который я не успела еще собрать. Он тут прям на солнышке. Уже подвял даже. А я его собираю на компот. Обычно. Вот. Он тут висит. Посмотрите, какого много. Сейчас покрупнее сделаем. Вот. Теперь мне удобно ходить за ягодами в сад. Не обжигаясь крапивой. Смотрите, какая она огромная здесь. Здесь я еще не успела выкосить. Это с меня ростом, чтобы вы понимали. На видео это непонятно. А рост у меня 1,62 м. Вот. В общем, вот там тоже я выкосила немножко ягодных кустарников. Но там еще нужно докашивать. Я не успела уже. Когда я это делаю, значит? Обычно по утрам если это будни, то до начала рабочего дня, до 9. Я встаю часов в 6. Пока еще не жарко, солнышка нет.
Я часика 2 немножко так покашу. Вот. И потом уже работаю. Вот. А вот здесь у меня растет мак. Картошка, как оказалось. Я даже не знала, что здесь картошку посадили предыдущие хозяева. Здесь у них был чеснок. Вон там в углу. Я его выкопала, уже сушу. Вот здесь мак. Вот здесь я немножко успела подрать руками бурьян. Потому что косой здесь не скосишь. Здесь, видите, растет картошечка и мак. Вот. И... ну, вот этот маленький участок успела, а вот этот не успела покосить. То есть у меня буквально по будням час-два есть немножко времени покосить. Если дождя нету, я обязательно это делаю. Потом, до недавнего времени у меня же совсем не было бойлера. Точнее, он был от предыдущих хозяев, но он был сломанный. Если его включать, он бил током. И поэтому я его не трогала до некоторого времени и ждала зарплаты, когда же можно будет купить новый бойлер. В общем, я его купила, друзья. Аллилуйя. Сейчас объясню, почему я ему радуюсь. Зайду в дом, покажу новый бойлер. Сейчас тут Буся. Она засранка выбегает. В общем, смотрите, вот это новый бойлер. Он на 50 литров. И как же я рада, что появился у меня бойлер. Чтобы вы понимали, когда косишь траву, становится очень жарко, особенно это если жаркий день, с тебя все течет. А в этот момент у тебя нет возможности протопить баню. Ну, баню я топлю раз в неделю, где-то 2 раза в неделю. Но вот каждый день я не могу топить. А с меня все течет. И помыться нет возможности, не было, потому что бойлер был старый, вот теперь вот новый. На 50 литров я взяла, недорогой вроде. Но хотя бы вода есть. И на кухне в раковине мыть посуду можно нормально. И здесь умываться, и мыться. И вот когда бойлер установили, представляете, я мою ванную, беру в руки лейку, она отваливается просто. Вот у меня в руках вот так хрясь и отвалилась. И вот вчера я ездила в магазин, купила новую лейку. Смотрите, какая классная. И новый шланг. Посмотрите, какой он крутой. Он не пачкается, вот как в зазубринах, да, обычно продаются. Это какой-то новый материал, его можно гнуть, крутить, как хочешь, и ничего ему не будет, как мне объяснил продавец. Но шланг достаточно дорогой, он стоит 1100 рублей, по-моему. Вот. Но его мыть, во-первых, удобно, да, а во-вторых, он не течет. Не течет нигде, как вот у предыдущих хозяев был такой, вот я уже выкинула, ребристый шланг. И вот я мою, значит, старой лейкой и шлангом ванну себе, и у меня с этого шланга течет прям на пол, представляете? Ох, я намучилась. И вчера не выдержала, купила новую лейку, новый шланг. И я прям рада, что у меня новенький шланг. Еще купила разводной ключ. Сейчас его покажу. Вот, короче, я купила разводной ключ еще вот, сантехнический, чтобы была возможность подкрутить трубу где-то что-то. Вот вчера им я шланг прикручивала. Классная вещь, кстати, и очень удобная. И еще я хочу порадоваться, похвастаться новинкой. На моей кухне появился вот такой вот подносик чугунный. Ну, не подносик, а как это, поддон называется, да, в котором можно печь там пироги, пиццу. Вот он немножко промасленный. Вчера его забрала из пункта выдачи. Заказала на Озоне. Он небольшой, сразу говорю. Ну, на видео, наверное, непонятно, что он небольшой. Но он совсем маленький. Тут где-то сантиметров 25, может быть, вот здесь. А здесь 30, я не знаю, или 40. Ну, в общем, почему я такой маленький заказала? Во-первых, я только его такой нашла. А во-вторых, очень удобно. Ведь я не только в русской печи иногда готовлю, но вот и в маленькой печке, вот в этой. А здесь вот... маленькая дверка, и в нее как раз входит вот этот вот поддон. На нем можно что-нибудь печь будет. Вот. Так что вот такие новинки. Кстати, я еще шторы новые купила на ванную. Посмотрите, они в листиках такие. Я очень люблю природные мотивы. И вот те шторы, которые здесь висели, грязные от предыдущих хозяев, я выкинула. Ну, точнее, оставила в хозяйстве, пригодятся. Но вот эти вот прям классные, я их увидела и не выдержала, купила. Я люблю вот такое все, цветочки, листочки. И они как раз по цветовой гамме подходят вот под плитку. Но, кстати, нужно будет еще покупать держатель для душевой лейки, его сюда прикручивать. И вот здесь вот по контуру замазывать все щели, чтобы под ванную не стекало. Вот этим я еще буду заниматься. А так пока я моюсь в ванной. Наливаю ванную. 50 литров мне хватает водонагревателя, чтобы налить пол ванны. Потом еще приходится 1,5 часа ждать, чтобы налить полную ванную. Ну как, вместе
Я смешиваю горячую воду вместе с холодной. Вот, и получается на 2 цикла нагрева вот этого 50-литрового водонагревателя. В общем, вот, такие у меня новости. Пойду дальше косить траву. Меня уже тут замучила Буся. Вон, видите, она просится на улицу. Она уже вкусила свободы. Вот вывела 2 теперь. Вдвоем. Как бы они от меня не сбежали. Пока на веранде осваиваются, пока Васька гуляет где-то. Пусть привыкает. Да, Триш? Триша очень боится. А Буська уже ломится в бой. Она уже тут бывалая. Вот Буська от меня вырвалась из шлейки, вылезла. Я ее домой обратно засунула пока, потому что я не справлюсь сразу с 2. Триш только-только вот первый раз вышла, а Буська уже раз 3-й или 4-й гуляет. И хочет вырваться. В общем, я с ними с 2 не справляюсь. А вот с одной вот сейчас попробую ее на улицу вытащить. Что-то она только возле веранды сидит. Триш. Триша первый раз на прогулке. Боится. Она очень аккуратная, в отличие от Буськи. Домой побежала, домой. Боится гулять. Триш. Ну пойдем хоть в сад сходим. Дойдем до столика. Триша в шоке. Что скажи, происходит? Почему я здесь? Да, Триш? Так аккуратно все нюхает. Не то, что Пуська. Вот. Триш, пойдем туда. Пойдем в сад. Пойдем. Триш, пойдем. Триша, пойдем. Пошли. Пойдем тихонько, пойдем. Триш. Триш. Сыкуха такая пошла домой. Ой, Тришаня. А сидит, когда на окне, видит голубей и начинает мяукать так. Охотится на них через окно. А как на улицу, так ссыкло, да, Триша? Вот, принесла ее на стол, где мои кошки любят сидеть, Буся и Василиса. Но она, видите, как... Но она здесь более уверенно себя чувствует, чем на траве. Вот, не зря они там, сидят на столе все время. Здесь, наверное, не так страшно им. Триш, ты куда? Триша, нырнуть туда хочешь? Триш, ты куда задумала побег? Оп. Пошла исследовать территорию. Ты скажи, я не знаю, где дом просто. Верните меня домой, да, Триш? Верните меня домой. Кто я? Где я? Оглядывается такая. Триш, смотри, здесь травка. Здесь Буська вчера траву ела. А ты не будешь? Ты просто запахи нюхаешь, да? Понятно. Ну, пойдем домой тогда. Пойдем. До сада я тебя довела. Пошла. По траве, что ли, боишься ходить, Триш? Как лиса крадется. Триша. Пойдем домой, пойдем. Триш, что ты там нюхаешь? Голуби тут накакали или чего? Триша, пойдем. Иди. Вот, заходи домой, Триш, заходи. Заходи, здесь наша обитель. Давай. Заходи. Уже не хочет. Триша, ты все передумала, да? Сначала ссыкло было, а теперь все вошла во вкус. Все, домой не хочешь? Слушай, Триш, в следующую очередь Бусина. Давай, я не буду долго с тобой. Мне работать пора уже. Давай. Оп. Прыг сюда. Вот так, пойдем домой. Сейчас вот она. Домой, да, домой, вот сюда. Вот, смотри, вот здесь дом. Ой, она дом-то знает где. Ах ты моя умничка. Иди скорее. И запрыгнула сюда. А здесь Буська торчит. Торчит, да. Просится уже. Следующая очередь Бусина. Вот, утренняя Бусина выгулка. Как там интересно, да, Бусь? Как там интересно. Ну иди, давай, иди. Пойдем. Чем мы стоим на месте? Хоть пройдемся, пошли, Бусь.
Ты боишься? Всю ночь ныла, выла, ломилась в дверь в их входную, чтобы ее пустили погулять. И вот сейчас стоит. Да, Бусь, я тебя вывела наконец. Ты ждалась этого момента. И что теперь? И ты стоишь на месте. Давай. У тебя 5 минут, а мне на работу пора. Выгуливайся, Бусь. Давай, может, пописаешь. А помните, я была на выставке «Артмир» в Нижнем Новгороде и в своих соцсетях рассказывала про вот эту картину. На самом деле в оригинале полотно очень большое, написанное оно Натальей Тур, но я сделала реплику, носила ее, купила реплику, да, и носила ее в багетную мастерскую, чтобы мне сделали рамку для нее и чтобы заламинировали матовым таким, матовой текстурой. И вот, смотрите, вот эта моя картина полностью отображает мой деревенский вайб сейчас. Там вот смотрите, поля, леса, вдалеке холмы, здесь яблоки, чайник, чашка, как у меня дома. Вот, скоро будут у меня цветы, цветы буду себе сажать. И вот девушка рыжеволосая, такая же, как я, кайфует от деревенской жизни. В общем, я эту картину повесила к себе на кухню. Вот она у меня висит вот здесь на кухне. И я как только выхожу из комнаты, вижу сразу вот эту картину. Вот. Такая вот красота. Пришла я, значит, топить баню. Со мной прибежала Василиса. Смотрите, что она делает. Вась, тебе здесь удобно? Василиса. Смотрите на эту кошку. Я прям не могу над ней. И мурчит, понимаете? Она мурчит. Она не просто лежит, она мурчит. Тем временем Василиса. Здесь стол в бане есть. Она запрыгнула на стол. И послушай ее. Слышишь? Смотри, кто ко мне запрыгнул в баню. Обалдеть, какая она огромная. Я ее боюсь. Такая огромная жаба. Так, сейчас надо что-то делать с ней. Сейчас помылась, сижу на кухне. Смотрю в окно, а там огромный кусочек сыра висит. Ну, кусочек луны. Не передает камера, как красиво. Не получается передать. Короче, мылась я сегодня под видеонаблюдением царевны лягушки и кота ученого. Сидела, мылась в бане, и на меня пялилась вот эта огромная жаба и Василиса. Сидели, смотрели на меня внимательно, как я моюсь. Короче, тут я как в сказке. Буся гуляет на дереве впервые. Там у нас красивый закат. А Буся на дереве сидит. Да, Бусь, только не свались. Только не свались. Sweeter in the morning when I look at your face, I love you. Как гуляем, да, Бусь? Oh, my little daughter, you're the meaning of grace, I love you. Вот здесь вытащу. And I'm like, oh. Что? Сыкотно уже, да? Take a little piece of my heart. Talking in your sleep, I wonder what you're dreaming up, dear. And if the world don't keep you warm, there's a blanket of stars above here. And I'm like, oh, take another little piece of my heart. This is where you'll always wanna be. Then leave your take on it. There's a place that we go when you look at the light and it splinters. Where the
There's plenty of gas to last us through the cold, cold winter. And I'm like, oh, take whatever's left of my heart. Здесь не так видно. This is where you'll always wanna be. На улице все сырое, а Бусе хочется гулять. Поэтому я сегодня шлейку на нее не одела, а просто открыла окно в сад. И она с удовольствием сидит здесь на подоконнике и смотрит в окно, в сад, нюхает воздух. Вот. Только порывается сбежать, поэтому я ее держу рукой, чтобы она не сбежала. Она хочет выпрыгнуть. Видите, как хвостом играет прям. Вот так, вот. Приходится ее держать. Любопытная кошара хочет сбежать. И она посматривает на стол, который стоит в саду. И она хочет туда запрыгнуть. Да, Бось? Как там хорошо, да, Бось? Хочу заснять это, показать. Вот. Василиса попросилась на погост. Ну, то есть на улице сейчас холодно, дождик. Она попросилась в дом. Сейчас ее пустила. Она ходит по комнатам, все нюхает. А Буська, засранка, она наоборот орала. Просила ее выпустить. И сейчас покажу, куда. Ну, я ее на веранду выпустила, дверь закрыла. А она, смотрите, что она. Смотрите. Она теперь живет с голубями. Бусь. Ну, вы представляете? Ну, иди сюда, иди. Давай. Как ты отсюда слезешь? Вон там голуби сидят. Представляете? Вон. И это тут. Давай, прыгай. Ну, давай. Ты вот здесь, она вот здесь залезла с веранды. Вот тут как-то протиснулась. Ну, давай, прыгай. Как ты будешь слабый? Опа. И слезла. Вот так вот. На веранде ее оставлять нельзя. Сейчас ее заберу. Спрыгнула, главное, и жует траву теперь. Дорвалась до травы. Смотрите, кошка. Ну вот что с ней делать, а? На веранде ее нельзя оставлять, она сбежит. Либо там как-то заколотить этот лаз. Там вместо дощечки какой-то старый ботинок, но она все равно туда пролезла. Вот. Выпросилась. Сидит, траву теперь жрет. Sweeter in the morning when I look at your face, I love you. Oh, my little daughter, you're the meaning of grace, I love you. And I'm like, oh. Вернулась моя блудница. Сама зашла на веранду с распушенным хвостом и испуганными глазами. Вот. Походила где-то. Ну, минут 30 где-то она гуляла. И там собрались за забором коты. 2 кота одинакового окраса, как и она. Такого же окраса черно-белого. Плюс еще Василиса у нас такого же окраса. Ну, короче, все. Буськи здесь, женихов. Полный дом. Да, Бусь? Да? Да. Женихов полный дом у нас теперь, да, Бусь? Я думала, она сбежит, но нет, вернулась. Ну, в общем, посидит дома пускай пока. Sweeter in the morning when I look at your face, I love you. Oh, my little daughter, you're the meaning of grace, I love you. And I'm like, oh. Короче, у Буськи появился жених. Бася. Соседский кот. Вот они знакомятся. Вот так вот. Вот они знакомятся потихоньку. То Буся за ним бегает, то Бася за ней.
Я думала, это девочка, вот этот кот. Я думала, что это девочка. Оказывается, это мальчик. Сейчас сосед сказал, что это его кот. И его зовут Бакс, но он его зовет Бася. Представляете, вот это вот Бася, это вот наша Буся. Вот жених и невеста теперь. Смотрите, что она делает. Вот он ее долго звал, кричал. Вот. И теперь от нее бегает. Побежал. Тапки сверкают. А она его привлекает. Вон она обратно бежит. Смотрите, что. Вот так вот. Никак что-то не сойдутся. Поехала в магазин на велике, а тут на дороге прям еж гуляет. Вот он, красавчик. Такой милота. Вон у него мордочка. Спрятался, ушки такие. Маленький. Вот. Кажется, Буська нам скоро принесет котят. Вон там что происходит у них. Все, у Буси будут котята. Василиса пошла разбираться, что там у них происходит. Буська закричала, а Вася, наверное, подумала, что ее там царапают, обижают. И она пошла разбираться. А у них там любовь с Басей. Ой, я не могу над ними, такие интересные. Вышла Буся, значит, на окошко, а там сидит ее женишок. Ждет ее. Сидит, смотрите. Сидит, смотрит на окно. Здесь Триша спит. Он там сидит, выглядывает ее. Где моя Буся? Верните мне Бусю. У Буси появился еще один поклонник. Вот такой вот кот. Очень похож окрасом на Василису и на Бусю. Вот здесь сидит Бася, смотрит на них. Вот они. Здесь Тришка лежит, он просит ее погладить. В общем, вот у них тут тусовка целая. Чей-то неизвестный кот, окрасом похожий на Бусю и на Василису. Бася, который здесь лижется он. И Буся. У Буси теперь 2 поклонника. Вот, смотрите. Вот так вот. У нас целый набор котов. По окрасу. Вон там где-то еще Василиса сидит. 4 кота одинакового окраса. Точнее, 2 кошки, 2 кота. Да, Тришань? В общем, вот. 2 поклонника Буськиных. Бася и какой-то непонятный кот. А вот смотрите, Василиса как его отпугивает. Вот. Не пускает их. Видите? Охранница наша. Васенька. Вася, Василиса. Ты моя умничка. Ты моя умничка. Пусть идут отсюда по добру, по здорову, да? Шипит он на меня еще, поклонник Буськин-то. Да, вон еще один выглядывает. Вон у них дележка целая. Вот так вот. А Буся домой забежала, скрылась от них, от всех. Какая красота! Какое небо сегодня, какой закат красивый. Представляете, вот это все на видео, а как вживую, насколько красиво все это наблюдать. Кажется, вот протяни руку, и можно просто дотянуться до этих облаков. Так классно. Красотища.